Возведение Кёльнского собора, третьего по величине готического храма в мире, затянулось на невероятные 6 с лишним веков. Происходило оно в два этапа – с 1248 по 1437 и с 1842 по 1880 год. В 1880 году, после многовекового строительства, собор наконец-то был закончен и обзавелся двумя островерхими башнями. В течение последующих 4 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Но если вспомнить, что после Второй мировой войны храм пришлось восстанавливать и реставрационные работы с тех пор продолжаются беспрестанно, то второго такого долгостроя, пожалуй, не найти. Проблем со строительством храма было предостаточно. Часто работа останавливалась из-за нехватки денег. Примерно до 1530 года с финансовыми проблемами худо-бедно, но справлялись. Именно в начале XVI века фасады здания обзавелись декоративными украшениями и скульптурными композициями. Но с того времени к дефициту денежных средств стало добавляться безразличие властей. В конце концов, интерес к собору у людей пропал совсем. С тех пор, вплоть до середины XIX века, он простоял в строительных лесах. Все это подтверждается историческими документами, но вот дошедшие до нас предания объясняют сей долгострой по-своему и во всем винят дьявола. Если верить легендам, именно дьявол наложил проклятие на Кёльнский собор. В 1164 году император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса принес в дар кёльнскому архиепископу Райнальду Дассельскому мощи 3 волхвов, привезенные им в Кёльн из Милана. С тех пор в город стекались паломники со всей Европы для поклонения священным реликвиям. Паломничество сыграло существенную роль как в религиозной, так и в экономической жизни Кёльна. Короны 3 волхвов по сей день украшают городской герб. И тогда у архиепископа родилась идея возвести на месте старого собора новый, где можно было бы разместить огромное количество верующих. Стали искать зодчего, который взялся бы за столь грандиозное и очень ответственное предприятие. Выбор пал на Герхарда фон Риле, изучавшего архитектуру во Франции. Власти города дали ему ровно год на разработку чертежей, но несмотря на трудолюбие, мастеру никак не удавалось передать свои гениальные идеи бумаге. Каждый раз, когда он уже доводил чертеж до логического завершения, обнаруживалась какая-нибудь ошибка, сводившая на нет все его старания. Архитектор постепенно начал сомневаться в своих способностях. Как-то раз, в задумчивости прогуливаясь по берегу Рейна, он остановился у огромного камня, который народная молва окрестила чертовым. А вдруг, откуда ни возьмись, перед ним появился незнакомец в одежде строителя. Чужак стал что-то быстро чертить тростью в пыли у самых ног Герхарда. Когда мастер присмотрелся, то был не на шутку удивлен. На земле перед ним красовался готовый план нового собора. Архитектор спросил незнакомца, что тот хотел бы получить за свой чертеж, на что чужеземец, а это был никто иной, как сам хозяин преисподней, ответил: «Твою душу, а если пообещаешь мне еще и души твоих жены и ребенка, я сам построю собор за 3 года. Если у меня ничего не выйдет, то и ты впредь будешь наслаждаться жизнью в мире людей. Но если собор будет готов с первыми петухами, оповещающими о начале первого дня в 4-м году, ты и твоя семья мои». Эта легендарная сцена договора Герхарда фон Рилле с сатаной запечатлена на Кёльнском Нотгельде в 50 пфеннингов 1922 года. Нотгельдами назывались банкноты, выпущенные во время гиперинфляции органами местной власти. Причем на рисунке возле одной из незавершенных башен можно рассмотреть средневековый строительный кран. Он действительно простоял там несколько столетий, его убрали только в XIX веке, и для многих поколений жителей Кёльна сделался своеобразным символом города. Так что существуют даже черно-белые фотографии этого чуда средневековой техники. Мастер Герхард решил, что возвести такое грандиозное сооружение за столь малый срок будет не под силу даже черту, а потому согласился на дьявольские условия. Сатана и его собратья работали похлеще стахановцев. Шум со стройки слышался и днем, и ночью, и с каждым днем
Стены Божьего храма становились все выше и выше. А настроение Герхарда падало все ниже и ниже. Это не ускользнуло от внимательных глаз его жены, и однажды она все-таки выпытала у него, что же мешает ему радоваться жизни. А когда узнала об условиях сделки, то сначала испугалась, а затем задумалась. В один прекрасный день жена архитектора вместе с сынишкой отправились на рынок. Там мальчик обратил ее внимание на статного петуха, который на потеху толпы кукарекал во все горло. И когда малыш стал его передразнивать, женщину вдруг осенила спасительная идея. Теперь она знала, как перехитрить скупщика душ. С тех пор жена мастера ежедневно упражнялась в подражании голосистой птицы, и как только на ее кукареканье стали откликаться соседские петухи, вновь обрела душевное спокойствие. И вот наступил день расплаты. В то утро женщина поднялась ни свет ни заря и отправилась на стройку. Демоны как раз устанавливали купола башен. Тут-то жена Герхарда и продемонстрировала свое мастерство в подражании. Она кукарекала так искусно, что со всех концов Кёльна на ее крики стали отзываться настоящие петухи. А собор-то еще немного недостроен. Дьявол не заподозрил подвоха, а издав дикий вопль, стал крушить только что отстроенную церковь. Но, как говорится, уговор дороже денег, и властителю тьмы пришлось убираться восвояси. Когда дьявол узнал об обмане, он возгласил: «Да наступит конец света с последним камнем на этом соборе». С тех пор собор не перестают строить и достраивать. По другой версии, дьявол поклялся, что когда собор будет достроен, конец придет не всему миру, а только Кёльну. Так или иначе, но собор остался стоять недостроенным. С тех пор, кто бы ни брался за его завершение, он либо погибал при загадочных обстоятельствах, либо быстро отказывался от своей затеи. Интересно, что и у церкви, предшественницы Кёльнского собора, судьба складывалась не лучшим образом. Возводили ее на месте, где в свое время стоял языческий храм. Располагался он на самой вершине холма, и местные жители старались обходить его стороной. Ходили слухи, будто там нечисто. Порой в древних развалинах люди замечали блуждающие огоньки и всякую жуть. И даже после того, как древние камни срыли, а место осветили, ситуация не изменилась. Как только начинали рыть котлован, обнаруживались обломки античных статуй. Все работы тут же останавливались. Вызывали священника, и тот начинал служить над очередной находкой, чтобы обезопасить людей от колдовских чар проклятого места. Позже, когда уже возводили стены христианской церкви, работа на стройке нередко омрачалась несчастными случаями. Высота конька крыши Кёльнского собора составляет 61 метр, высота башен 157 метров, длина храма почти 145 метров, а общая площадь всех окон приближается к 10 тысячам метров квадратных. А что же мастер Герхард? Через некоторое время после всех этих событий сатана вновь поспорил с ним, конечно же на душу, что быстрее проведет из Айфеля, это область на западе Германии, в Кёльн воду по подземному каналу, нежели тот достроит свой собор. Мастер же согласился, ведь он знал то, чего никак не мог знать дьявол. Если на протяжении всего подземного канала не делать специальных отдушин, то возникнут проблемы с тягой, и вода не потечет по трубе. Об этом он поспешил сообщить своей жене, дабы заручиться ее моральной поддержкой. Но если в случае с первым договором женщина помогла своему мужу, то на сей раз сыграла в его судьбе роковую роль. Хитрому демону удалось выведать у нее секрет тяги, и он таки пустил воду по подземному каналу. Рассказывают, что мастер Герхард находился на крыше недостроенной башни собора, когда увидел внизу бьющий из-под земли дьявольский источник. Осознав, чем ему это грозит, он прыгнул вниз, дабы спасти свою душу, но не успел. Обратившись в адского пса, вслед за ним прыгнул сатана. Прежде чем архитектор долетел до земли, дьявол схватил его и утащил в преисподнюю. С тех пор именно призрак несчастного зодчего препятствовал завершению возведения храма. Он внезапно появлялся на строительных лесах и пугал рабочих, а то и вовсе сталкивал вниз наиболее смелых. Поговаривают, что привидение мастера Герхарда еще сотни лет после его смерти блуждало по ночам вокруг собора,
охраняя свое творение, которое он так и не завершил.